Когда вы думаете, вы на самом деле слушаете. Но задумывались ли вы когда-нибудь, кого или что вы слушаете? Это ваш голос или что-то более глубокое, что-то скрытое, что шепчет что-то правдивое или ложь. Этот постоянный шум в вашей голове, комментирующий вашу жизнь, сомневающийся в ваших решениях, воспроизводящий старые воспоминания или даже предсказывающий будущее, которые никогда не сбудутся. Что это такое и почему это так сильно влияет на вас? Реальность заключается в том, что большинство из нас никогда не осознает, что вы не ваши мысли, вы не тот голос, вы тот, кто его слышит. Вы наблюдатель, безмолвный свидетель всего этого шума, и все же большинство людей проходит через всю жизнь, путаясь в своих собственных мыслях, путаясь в паутине умственного шума, который они принимают за реальность. Но что если свобода от этого бесконечного шума не только возможна, но и находится в пределах досягаемости? Что если вы сможете вырваться из тех ограничений, которые ваш собственный разум накладывает на вас? Что если вы сможете жить жизнью ясности, мира и безграничной энергии? Видите ли, разум любит контроль, он процветает на том, чтобы держать вас вечно занятым размышлениями, планированием, беспокойством, сожалениями. И пока вы в его ловушке, жизнь происходит прямо перед вами, ускользая от вас момент за моментом. Вы упускаете красоту, тишину, магию простого присутствия. В этом видео мы исследуем практики, как заглушить внешний шум и соединиться с более глубокой частью вас, той частью, которая существует за пределами мыслей, за пределами эмоций, за пределами иллюзий контроля. Вы научитесь освобождаться от постоянного шума и открывать уровень мира, который ранее был недоступен. Итак, я приглашаю вас сделать глубокий вдох и отпустить все остальное, хотя бы на несколько мгновений. Пусть этот момент станет началом пути к повторному открытию настоящего себя, того себя, который был здесь все это время, терпеливо ожидая за внешним шумом. Потому что правда в том, что голос в вашей голове — это не вы. И как только вы это поймете, вы никогда больше не будете смотреть на свои мысли или свою жизнь так, как раньше. А теперь давайте углубимся в раскрытие истинной природы этого голоса и в то, как вы, наконец, сможете вернуть себе внутренний покой. Что вы слышите, когда вы наедине со своими мыслями? Спокойного и поддерживающего наставника или беспокойный шум, который никогда не кажется прекращающимся? Большинство из нас живет с внутренним голосом, который никогда не затихает, постоянный комментатор, который анализирует, критикует, планирует и воспроизводит. Но этот голос — это не вы. Остановитесь на мгновение. Если вы можете слышать голос, если вы можете наблюдать за ним, разве это не означает, что вы отделены от него? Вы не сам шум, вы тот, кто его слушает. Это осознание — мощный шаг к возвращению вашего внутреннего покоя. Потому что как только вы понимаете, что вы не голос, вы можете начать отделяться от его вечной хватки. Но почему этот голос существует изначально? Его цель не является по своей сути вредной. Это механизм, предназначенный для того, чтобы держать вас в безопасности, помогать вам понимать мир, предсказывать и планировать. Тем не менее, в своих чрезмерных попытках защитить, он создает ментальный хаос. Воспроизводит споры, предвосхищает проблемы и часто выдумывает тревоги, которые никогда не сбудутся. Представьте, что вы в кинотеатре. Экран показывает захватывающую сцену. Закат над спокойным океаном. Но вместо того, чтобы наслаждаться моментом, рядом с вами кто-то шепчет без остановки. Почему солнце такого цвета? Ты думаешь, пойдет дождь? Что будет дальше? Вот что делает ваш внутренний голос. Он комментирует вашу жизнь так неустанно, что вы
упускаете красоту простого присутствия. Итак, как вы можете освободиться? Первый шаг – наблюдать за голосом. Найдите момент прямо сейчас, закройте глаза, если можете, и послушайте мысли, которые проносятся в вашем уме. О чем они говорят? Они анализируют это видео, планируют, что вы будете делать дальше, возможно, даже сомневаются, работает ли эта практика. Что бы это ни было, просто слушайте. Обратите внимание на то, как ведет себя голос, как будто у него есть жизнь сама по себе. Здесь есть ключевое осознание. Голос — это не вы, это просто паттерн, набор ментальных привычек. Когда вы наблюдаете за ним без осуждения, вы создаете разрыв между собой и шумом. Этот разрыв — это свобода, пространство, где вы можете напрямую испытывать жизнь без фильтра постоянного ментального шума. Голос процветает на вашем внимании. Чем больше вы верите в его истории, тем сильнее он становится. Но в тот момент, когда вы отступаете и наблюдаете за ним, его сила начинает растворяться. Вместо того, чтобы быть актером драмы, вы становитесь зрителем, спокойно наблюдающим за спектаклем. И помните, цель не в том, чтобы заглушить голос. Это невозможно. Мысли будут приходить и уходить. Но ваша задача — признать, что это просто мысли, а не реальность. Они подобны облакам, проходящим по небу. Вы — небо, бескрайнее, неизменное и неподверженное облакам. Это основа внутренней свободы. Понимание того, что вы не ваши мысли, вы — осознание за ними. И по мере того, как вы укрепляете это осознание, вы обнаружите более глубокое чувство покоя и ясности. Теперь давайте исследуем, что происходит, когда вы применяете это понимание к эмоциям, которые часто вызывает этот голос. Как освободиться от груза и по-настоящему отпустить? Конечно, отпускание не всегда легко. Некоторые эмоции глубоко укоренены, связаны с прошлым опытом, который оставил нам шрамы. Но даже в этом случае ключ остается тем же. Почувствуйте эмоцию, но не становитесь ею. Наблюдайте за ней, но не позволяйте ей определять вас. Важно понять, что большая часть эмоционального груза, который вы несете, не от самих событий, а от вашего отказа отпустить их. Больные воспоминания, нерешенная злость и сохраняющиеся страхи. Эти вещи не должны определять вашу жизнь, но они будут, пока вы держитесь за них. Эмоции — это энергия, они должны двигаться, течь, но когда вы цепляетесь за них, когда вы повторяете прошлое или сопротивляетесь тому, что чувствуете, эта энергия застревает. Она не преобразуется и не трансформируется во что-то хорошее. Она превращается в груз, который вы носите с собой повсюду. И чем дольше вы держитесь за него, тем тяжелее он становится. Подумайте, когда кто-то говорит или делает что-то, что причиняет вам боль, что происходит дальше. Событие может пройти за секунды или минуты, но ваш ум воспроизводит его снова и снова, анализируя каждую деталь. Вы чувствуете боль, как будто это происходит снова и снова. Правда в том, что это уже не событие причиняет вам боль, а ваша неспособность отпустить его. Но отпускание — это не значит забыть или притвориться, что ничего не произошло. Это означает освободиться от контроля, который оно оказывает на вас. Это значит позволить эмоциям возникать, быть прочувствованными, а затем двигаться дальше. Вот простое, но глубокое осознание. Эмоции временные. Злость, грусть, страх — они как волны в океане. Они поднимаются, достигают своего пика и в конечном итоге исчезают. Но если вы пытаетесь бороться с волной, если вы сопротивляетесь ей или держитесь за нее, вы будете погружены под воду. Подумайте о чем-то, что вас беспокоит, о каком-то споре, сожалении или даже беспокойстве о будущем. Обратите внимание на то, как это ощущается в вашем теле. Есть ли напряжение в груди, узел в животе? Не осуждайте это и не пытайтесь оттолкнуть, просто позвольте этому быть.
Теперь сделайте глубокий вдох, а при выдохе представьте, как это напряжение ослабевает, как узел распускается. Каждый выдох — это перезагрузка. Скажите себе: «Я вижу тебя, я чувствую тебя, и я отпускаю тебя». Продолжайте дышать, позволяя эмоции течь через вас. Это сила покорности, не как слабость, а как свобода. Когда вы перестаете бороться со своими эмоциями, вы создаете пространство для их прохождения. Вы отпускаете историю, которую рассказывает ваш ум, и просто чувствуете то, что есть. Конечно, отпускание не всегда легко. Некоторые эмоции глубоко укоренены и связаны с прошлым опытом, который оставил нам глубокие раны. Но даже в этом случае ключ остается тем же. Чувствуйте эмоцию, но не становитесь ей. Наблюдайте за ней, но не позволяйте ей определять вас. Обязательно попробуйте использовать технику Невилла Годдарда. Она отлично помогает изменить восприятие событий в вашей жизни. Суть техники пересмотра заключается в том, чтобы переосмыслить события прошедшего дня или значимые моменты, которые вызвали негативные эмоции. Выберите конкретное событие, которое вас беспокоит, и закройте глаза. Представьте это событие, но измените его исход на более позитивный. Постарайтесь почувствовать радость и удовлетворение от нового результата. Практикуя этот процесс, вы сможете укрепить новые убеждения и изменить свою реальность. Эта техника позволяет трансформировать негативный опыт в положительный и помогает создать желаемую жизнь. Вот еще одна практика. Когда вы чувствуете интенсивную эмоцию, назовите ее. Скажите: «Это злость» или «это грусть». Называя ее, вы отделяете себя от нее. Вы напоминаете себе, что это всего лишь эмоция, а не то, кто вы есть. Потому что жизнь не о том, чтобы избегать боли, а о том, чтобы проходить через нее. Это значит позволить себе глубоко чувствовать, полностью переживать, не застревая. А теперь, когда вы начали освобождаться от эмоционального груза, давайте обратим внимание на другой источник невнимания – иллюзию контроля, и узнаем, как отпускание может освободить вас. Мы все стремимся к контролю. Контролю над нашей жизнью, контролю над другими, контролю над будущим. Это кажется безопасным. Если бы вы могли управлять каждой деталью, вы, наконец, были бы в порядке. Но парадокс в том, что чем больше вы пытаетесь контролировать, тем больше осознаете, как мало у вас на самом деле контроля. И это осознание, хотя поначалу и пугающее, может также освободить вас. Подумайте, сколько раз вы тщательно планировали что-то, только чтобы жизнь пошла более гладким образом. Возможно, вы репетировали идеальный разговор, но он не пошел так, как ожидалось. Или вы представляли, как ваша карьера разворачивается определенным образом, только чтобы оказаться совершенно в другом месте. Это разочаровывает, конечно, но это также неизбежно. Контроль — это иллюзия. Жизнь слишком обширна и сложна, чтобы поместиться в те рамки, которые мы создаем. Погода не меняется, потому что вы хотите, чтобы не шел дождь. Другие люди не действуют согласно сценариям, которые вы написали для них в своем уме, а будущее разворачивается так, как будет, независимо от того, сколько вы пытаетесь его предсказать или управлять им. Итак, что происходит, когда вы цепляетесь за эту иллюзию контроля? Вы страдаете. Вы сопротивляетесь естественному течению жизни, пытаясь подогнать его под свою волю. Вы переживаете из-за вещей, которые вне вашего контроля, изматывая себя в этом процессе. Это похоже на попытку удержать воду в руках. Чем крепче вы сжимаете, тем больше она ускользает. Но что, если вы отпустите? Что, если вы сдадитесь, не в поражении, а в доверии, понимая, что жизнь знает, что делает, даже когда вы этого не знаете? Доверяя, что вы сможете справиться с тем, что приходит, даже если это не то, что вы планировали.
Есть еще одно простое упражнение. Закройте глаза и подумайте о чем-то, что вы пытаетесь контролировать прямо сейчас. Возможно, это решение, отношение или результат, что-то, что вы сильно хотите, чтобы пошло определенным образом. Обратите внимание, как это ощущается в вашем теле. Есть ли напряжение, тревога, чувство срочности? Теперь сделайте глубокий вдох. И, выдыхая, представьте, что вы отпускаете эту необходимость контролировать. Представьте себя открывающим руки, отпуская поводья, которые вы так крепко держали. Скажите себе: «Я отпускаю это, я доверяю процессу». Отпускание контроля не означает, что вы перестаете заботиться или действовать. Это значит, что вы перестаете пытаться навязывать результаты, которые не вам диктовать. Это значит, что вы проявляете себя, делаете все возможное, а затем позволяете жизни идти своим чередом. У жизни есть свой ритм, своя мудрость, и когда вы перестаете с ней бороться, когда вы сдаетесь потоку, вы находите чувство мира, которого не можете достичь через контроль. Вы начинаете видеть, что даже когда вещи идут не так, как планировалось, они часто оказываются даже лучше, чем вы могли себе представить. Представьте, что вы стоите в реке. Если вы сопротивляетесь течению, пытаясь направить воду в другую сторону, вы устанете. Но если вы будете течь с ней, вы будете двигаться без усилий. Жизнь работает так же. Течение всегда движется, всегда направляет вас, если вы готовы это принять. Но сдача — это не только о внешних обстоятельствах, это также о вашем внутреннем мире. Как часто вы пытаетесь контролировать свои мысли или эмоции, заставляя себя чувствовать определенным образом? Что, если вы просто позволите им быть? Если вы будете доверять, а они тоже будут течь и исчезать, как и все остальное? Есть мантра, которую вы можете произносить, когда это будет нужно. «Я контролирую то, что могу, и отпускаю то, что не могу». Повторяйте ее всякий раз, когда почувствуете желание крепко держаться, заставлять или сопротивляться. Это напоминание о том, что, хотя вы можете влиять на свои действия, свой выбор, свое отношение, остальное зависит от жизни. Теперь, когда вы ослабили хватку на контроле, давайте исследуем, как жить более открыто и свободно, раскрывая полный потенциал вашего сердца и вашей жизни. Представьте жизнь, в которой вы каждое утро просыпаетесь с чувством свободы, где ваше сердце легкое, ваш ум спокоен, и вы открыты всему, что может принести новый день. Это суть жизни. Но для многих из нас это далекая мечта, потому что мы построили стены вокруг себя. Стены, сделанные из страха, боли и желания защитить себя. Подумайте об этом. Сколько раз вы сдерживали свои чувства из-за страха быть осужденным или избегали возможностей, потому что не хотели потерпеть неудачу? Эти стены могут казаться защитой, но они также держат вас в ловушке. Они блокируют поток жизни, связь с другими и красоту новых впечатлений. Жить открыто не значит, что вы не столкнетесь с трудностями или не будете испытывать боль. Это значит, что вы перестаете позволять страху этих вещей диктовать вашу жизнь. Это значит, что вы выбираете полностью принимать жизнь со всей ее непредсказуемостью и несовершенством. Ваше сердце — это самый мощный энергетический центр в вашем теле. Когда оно открыто, вы чувствуете себя живым, связанным с миром и с собой. Но когда оно закрыто, вы чувствуете себя изолированным, защищающимся и тяжелым. Так почему же мы закрываем свое сердце? Обычно это происходит из-за страха. Страха быть уязвимым, быть раненым, быть таким, какой вы есть на самом деле. Но правда в том, что уязвимость — это не слабость, это чистое выражение силы. Когда вы живете с открытым сердцем, вы позволяете себе чувствовать глубоко, соединяться, искренне и полностью переживать жизнь.
Да, это рискованно, но именно там находится истинная радость и удовлетворение. Еще одна практика, которая поможет вам открыть свое сердце. Найдите момент и подумайте о ком-то или чем-то, что вы любите. О человеке, питомце, месте или даже воспоминании. Почувствуйте тепло, которое приходит с этой любовью. Теперь представьте, как это тепло расширяется, заполняя вашу грудь и излучаясь наружу с каждым вдохом. Позвольте этому чувству становиться сильнее, как будто вы посылаете его в мир. Это сила открытого сердца, и чем больше вы практикуете это, тем легче становится жить таким образом, не защищая себя, а свободно. Жить открыто также означает принимать настоящий момент. Как часто мы застреваем в беспокойстве о будущем или сожалении о прошлом, в то время как жизнь прямо здесь и сейчас, и мы это упускаем. Настоящий момент — это то место, где разворачивается жизнь, где существуют красота, радость и мир. Но чтобы это испытать, нужно отпустить умственные отвлечения, которые уводят вас прочь. Вот простое упражнение, чтобы заякорить себя в настоящем. Где бы вы ни были, остановитесь, сделайте глубокий вдох и обратите внимание на то, что вас окружает. Что вы видите? Что вы слышите? Что вы можете почувствовать? Полностью задействуйте свои чувства. Когда ваш ум начинает блуждать, мягко возвращайте его к настоящему. Эта практика присутствия — ворота к открытой жизни. Она помогает вам видеть жизнь такой, какая она есть, а не такой, какой ваш ум проецирует ее. И в этой ясности вы находите свободу. Но жить открыто — это не только о ваших отношениях с собой, но и о том, как вы взаимодействуете с другими. Как часто мы скрываем свои истинные мысли и чувства из-за страха отказа или недопонимания. Но именно в эти моменты честности и уязвимости возникают настоящие связи. Попробуйте в следующий раз, когда вы будете в разговоре, практиковать полное эмоциональное выражение себя. Обратите внимание на то, каково это — открыто и искренне выражать себя. Вы можете удивиться, как это углубляет вашу связь с другим человеком. Слишком часто люди не могут выразить себя и свои чувства с партнером или даже с самим собой. Жить открыто также означает говорить жизни «да». Но правда в том, что жизнь редко предоставляет вам идеальные моменты. Вам нужно создавать их, делая шаг вперед, говоря «да», даже когда вы не уверены. Жить открыто — это выбор, который вы делаете каждый день. Это практика отпускания страха, принятия уязвимости и полного присутствия. Настоящая свобода не заключается в избегании жизни. Это полное принятие ее. Это жизнь без внутренних цепей, которые вас сдерживают, ментального шума, эмоционального груза, потребности в контроле. Истинная свобода начинается внутри. Подумайте о свободе не как о чем-то, что вы достигаете, а как о чем-то, что уже есть в вас, а вы только раскрываете это. Она уже существует под слоями страха, сомнений и сопротивления. Свобода — это ваше естественное состояние, когда вы перестаете цепляться за то, что больше не служит вам, и отпускаете то, что не можете контролировать. Большинство из нас думает, что свобода приходит от решения каждой проблемы или достижения каждой цели. Но вы, вероятно, заметили, что даже когда одна проблема решена, другая занимает ее место. Это как бесконечная игра. Правда в том, что ум всегда найдет на чем зацикливаться, если вы не научитесь отступать и наблюдать за ним. В следующий раз, когда ваш ум начнет крутиться от забот или планов, сделайте глубокий вдох и напомните себе: «Я не мои мысли». Наблюдайте за ними, как за листьями, плывущими по течению реки. Позвольте им проходить, не цепляясь за них. Это не о том, чтобы игнорировать реальность. Это о том, чтобы освободить себя от историй, которые создает ваш ум вокруг нее.
Истинная свобода не означает, что вы перестаете чувствовать. Это значит, что вы перестаете поддаваться своим чувствам. Эмоции будут подниматься и опускаться, как волны, но они не должны уносить вас прочь. Когда вы чувствуете злость, печаль или страх, признайте это. Скажите: «Я вижу тебя, и я принимаю тебя». А затем позвольте этому пройти через вас. Одно из самых мощных осознаний о свободе заключается в том, что вам не нужно, чтобы все шло по вашему плану. Вы можете найти свободу даже в хаосе, когда отпускаете необходимость в том, чтобы жизнь была идеальной. Представьте, что вы стоите посреди шторма, ветер воет, дождь льет, но в вашем центре есть спокойствие. Это спокойствие – ваше истинное «Я», та часть вас, которая не подвержена внешним обстоятельствам. Когда вы соединяетесь с этим спокойствием, вы понимаете, что свобода не в том, чтобы шторм утих, а в том, чтобы найти мир внутри него. Практикуя присутствие, отпуская то, что вы не можете изменить, открывая свое сердце жизни такой, какая она есть, а не такой, какой вы хотите, чтобы она была. Еще одна мантра, которую можно носить с собой. «Я свободен, независимо от обстоятельств». Повторяйте ее, когда чувствуете себя подавленным, когда дела идут не по плану или когда эмоции угрожают поглотить вас. Это напоминание о том, что ваша свобода не снаружи, а внутри. Истинная свобода заключается в том, чтобы полностью присутствовать в жизни, без страха, без сопротивления и без необходимости контролировать. Это означает быть полностью живым в каждый момент, доверяя, что независимо от того, что произойдет, с вами все будет в порядке. Найдите мгновение, чтобы вдохнуть, позвольте словам осесть, дайте мыслям утихнуть и просто будьте здесь, потому что это и есть тот момент, к которому мы стремились. Осознание того, что все, что вам нужно, уже внутри вас.